Друзья, всем привет! Я сегодня хочу рассказать про технику массажа скребком гуаша. И многие спрашивают, как же ей научиться и нужен ли какой-то урок по этой технике. Если вы начинающий массажист, то тогда, наверное, да, то тогда нужны уроки. А для тех, кто уже работает в массаже, там, может быть, 2-3 года и больше, я считаю, что урок по гуаша не нужен, потому что вы сами можете научиться этой технике. Она достаточно простая. Конечно, есть много разных модификаций этой техники. И чем эти модификации отличаются друг от друга? Можно делать длинные достаточно движения скребком гуаша. Гуаша бывают совершенно разные для тела. Либо длинные движения глубокие, либо длинные более поверхностные движения можно делать, либо более легкие поверхностные движения, либо достаточно сильные. То есть все зависит от силы и от контакта с телом, насколько он более длительный или более короткий. Итак, значит, вот эти вот движения можно делать в разных направлениях совершенно. Можно делать вниз, можно делать вверх. То есть это, в принципе, без разницы. Я обычно ориентируюсь на ощущения клиента. Никакого здесь нету, как сказать, правила, чтобы именно двигаться по каким-то определенным линиям. В некоторых техниках, да, там есть определенные линии какие-то, по которым нужно двигаться, но на лимфу это никак не влияет. Здесь в основном я произвожу такую вибрацию, ну и силовые движения, да, на мышцу и на подкожно-жировую клетчатку. То есть если мне нужно проработать тело в антицеллюлитной технике, конечно, я буду делать более глубокие движения, которые будут разогревать. Сейчас я делаю поверхностно, чтобы не оставить красных следов. Такие движения глубокие. Не больно? Нет. Я просто сейчас вот максимально поверхностно делаю. Просто вот смысл сам, да? И по всей поверхности той зоны, в которой мы работаем. В основном это проблемные зоны. Это даже может быть живот. На животе очень удобно делать вот эти все техники. Сейчас я нанесу чуть-чуть масла. Просить клиента напрягать живот, да, и вот эти все техники делать вниз живота. Потому что просто так удобнее. Сейчас руку поменяю. Так удобнее разогревать. И клиенту так максимально комфортно, не так неприятно, если бы я делала вверх. То есть здесь важно самим прийти на такой массаж и почувствовать, как бы вам вот было комфортно. И так можно научиться массажу, то есть понимая, что да, вот здесь вот линия, вот мне приятнее, когда вниз, и было бы дискомфортнее, когда вверх. Поэтому тоже, да, тогда вы понимаете, что делать вниз нужно. Здесь самое главное разогреть зону, с которой мы работаем. Поэтому в основном такая вот, не знаю, такое обучение онлайн или очное по массажу гуаша, это какой-то вот глобальный, да, такой глобального такого обучения. Также по массажу спины. Также мы работаем либо по мышцам, либо мы сдвигаем мышцу. И тоже по ощущениям вы можете понимать, что да, вот так вот мне нравится, так вот мне неприятно, будучи клиентом. И тогда уже можно взять вот эти методики все себе, как мастеру, на вооружение. Можно также глубокие движения делать, когда движение достаточно глубокое, вот медленное. Но тогда будет чувствительно, и здесь важно угол немножко меньше делать, да, что не так, не стремиться к углу 90 градусов, а чуть меньше угол. Ну, смотря с какой стороны, да, здесь он будет меньше, здесь он будет больше. И тогда будет глубокое такое воздействие, глубокое, медленное, такие выжимающие движения. Поэтому, вот, ну, с моей точки зрения, ничего сложного нету.
В традиционных массажах гуаша, там, конечно, они делают массаж, учитывая энергетические меридианы. И в основном там все движения вниз. Вниз. И здесь тоже будут вниз. Но это тоже одна из модификаций массажа, такая классическая. А я сейчас говорю о той методике массажа, которая будет давать результат и которая не будет требовать какого-то особого обучения и каких-то там особых навыков, когда изучаем меридианы, энергетические потоки тела и так далее, тратить на это там, я не знаю, очень много времени. Ну и опять же гуаша помогает сохранить силы мастера. Перевернешься, я еще на задней поверхности тела покажу. Чем больше масла, тем будет более чувствительнее массаж гуаша. Терпимо? Да, ну каких-то прям болезненных ощущений нет. Ну, я стараюсь сделать более так поверхностно. Внутреннюю поверхность тоже ноги прорабатываем. Под коленом я стараюсь тоже прорабатывать, но очень поверхностно. Ну, внутреннюю обязательно. Можно приобретать скребки совершенно из разных материалов, разного объема. Посмотреть, какой больше понравится. Поменяю здесь руку, чтобы удобнее было работать, чтобы не страдал лучезапястный сустав. Вот такая вот достаточно простая методика может быть в вашем арсенале, которой можно действительно научиться самому, без всяких онлайн-обучений, просто экспериментируя, ходя тоже на массаж по гуаша, ощущая на себе. Это самое важное, наверное, из всего, потому что запомнить движение, там поощущать мышцы, как-то да, но вот важно еще ощущать на себе и чувствовать. Такой максимально важный момент. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой и приобретайте онлайн обучение. Я всегда буду с вами на связи, всегда буду отвечать на вопросы лично. Всем пока!